Добрый день, друзья! Сегодня продолжение рассказа о наших зимних подоконниках. И это видео выходит благодаря Александру Юрченко. В прошлом видео, где я вам рассказывала, какой мы короб делаем для наших холодных подоконников, он оставил комментарий. И комментарий оказался прямо как нельзя кстати. Очень интересный, очень правильный, основываясь на физических законах. Поэтому я знаю, что не все читают комментарии. Я вам просто его хочу озвучить. Это, знаете, большая находка для нас, для архаманов. Во-первых, большое спасибо, что мужчины участвуют в нашем таком интересном хобби. А еще и подсказывают нам. Потому что мы, женщины, не все сильны в физике. Для меня, например, эти знания, скажем так, прошли мимо. Но сейчас приходится все это вспоминать. И оказывается, действительно, законы физики никто не отменял. Что же он нам с вами подсказал? Вот смотрите, я уже это все сделала. И теперь вам показываю результат. Вот окно, которое у меня приоткрыто, ну буквально там на 3-4, может быть 5 миллиметров. У меня даже пальчики туда не проходят. Оно приоткрыто. Ну, у нас не самый холодный регион. За окном сейчас всего 0 градусов. Что нам подсказал Александр? Вот короб, который мы с вами делали. Ссылочку и подсказочку я оставлю, когда мы его конструировали. Он нам подсказал, что по законам физики теплый воздух всегда идет вверх, а холодный всегда опускается вниз. Ну, с этим не поспоришь. И по стеклу, а стекло всегда холодное, какие бы у вас ни были там стекла двойные, тройные стеклопакеты, стекла остаются все равно холодными. Да, можно сделать пупырку, но все равно они все равно останутся более или менее холодные. И холодный воздух стекает вниз. И когда у нас наша конструкция придвинута к подоконнику плотно, воздух так и продолжает стекать по этому коробу. Что нам предложили? Отодвинуть этот короб примерно на 2, 3, 4 сантиметра, у кого как подоконник позволяет. Тогда этот холодный воздух стекает ниже. А нашу всю конструкцию поднять буквально на 1,5-2 сантиметра. И тогда холодный воздух у нас стекает вниз и уходит. Он не касается наших горшков. И у меня сейчас открыто окно, я вам уже сказала, и я прямо чувствую, как отсюда идет холодный воздух. Нужно сделать из того же материала вот такие одинаковые. Такие, ну, зависит от вашего подоконника. Вырезать такие маленькие прямоугольнички и вот так вставить. Ну, этот поменьше, можно вставить побольше. Они у меня уже все вставлены. Можно приклеить, можно просто вставить какое-то количество, чтобы полочка осталась ровной. А теперь я вам хочу показать просто разницу температур. Вот этот термометр стоит на нашей конструкции сверху. Здесь 21,8 градусов, ну, естественно, влажность он у меня показывает. То есть вот на этой конструкции, вот здесь, вот прямо у края, он показывает, почти 22 градуса. А вот этот термометр, его щуп, он со щупом, он не просто так меряет, он лежит вот там, вот в серединке, смотрите, в серединке подоконника, там, где проходит холодный воздух. И он показывает всего 12 градусов. И благодаря такой конструкции и подъему ее на пару сантиметров, у нас этот холодный воздух пройдет не здесь, а там. И уйдет у кого-то на батарею, у кого-то просто вниз на пол. А потом, если он нагреется, он поднимется опять вверх. Так что мы теперь делаем? Обязательно. Это вот прямо сделайте, не пожалеете. Поднимаем конструкцию и немного отодвигаем от подоконника. Единственное, что хочу вам еще показать, это термометр переместить чуть дальше.
Да, там тоже будет разница температур. Но эта вот разница составит от переднего плана до заднего, может быть, 1-2 градуса. Все-таки будет не так холодно. Ну, сейчас пока не реагирует термометр, вполне возможно, что здесь одинаковая температура. Ну, вот сейчас пока тут температура меняется или не меняется, но вы знаете, не меняется, даже на 0,1 градуса стало больше. Ну, потому что этот холодный воздух уходит туда, вовнутрь, вниз. И еще что я хочу сейчас сделать, показать вам. Окно, опять говорю, окно приоткрыто. Вот этот щуп у меня лежал посерединке, но там видно его. Я его хочу продвинуть дальше, прямо туда, почти к открытому подоконнику. И мы с вами посмотрим, будет ли... Смотрите, сразу идет разница температуры. То есть холодный воздух идет там внутри. Небольшая разница, но все равно сейчас поставить немножечко, там щуп привыкнет. Вот смотрите, температура понижается. То есть здесь температура ниже, а здесь на этом коробе температура практически не изменилась, даже почему-то стало больше. То есть вот такая разница температур сверху и снизу. И это очень важно для наших орхидей. Но имейте в виду, что если вы открываете окно, а за окном у вас там -10, -15, то это спасает, предохраняет немного корни орхидей, ну хоть немного. Но если вы оставите окно сильно открытым, давайте вот на проветривание поставлю, сильно открытым, листики, которые сверху этого короба, они все равно останутся холодными. Вот здесь следите, чтобы не заморозить листики. Если вы хотите проветрить, при очень низкой температуре, убирайте орхидеи, сделайте проветривание, потом опять закройте и поставьте. Но корни орхидей, особенно влажные корни орхидей, они от холодной температуры начинают загнивать. Пусть то они будут в коре, в керамзите они просыхают быстрее, здесь мы как бы меньше за это волнуемся. А вот в коре, когда долго находится влага в корнях и низкая очень температура, тогда они могут загнить. Это просто замечательная нам подсказка. И вот смотрите, я еще приоткрыла окно, и температура стала еще ниже. Прямо щуп лежит около открытой вот этой щелки окна, щелочки. Прямо щуп лежит около открытого окна. И температура становится все меньше и меньше. А здесь температура даже сзади горшочков осталась такая же. Давайте закрою. Я тоже не люблю, когда такая температура низкая. Даже там. Так что огромное спасибо, что вы пишете под видео, рассказываете свои наблюдения. Мне это очень приятно. И бывают очень интересные рассказы, свои наблюдения. Я вам очень за это благодарна. Ну что ж, делаем вот такие дополнения, утепляем свои орхидейки на подоконниках, подписываемся на канал, если кому-то это интересно. И до новых встреч, друзья! Увидимся на канале.